Я хотел бы сказать несколько слов по поводу того, какие отношения у нас могут быть с Господом Кришной, как описывает нам Шрила Прабхупада. One time I wrote to Srila Prabhupada a letter. Однажды я написал Шриле Прабхупаде письмо, asking him how bhava turns into prema. Каким образом, и я спросил у него, каким образом бхава превращается в прему. Because I was in the movement for at least a couple of months. Я уже был к тому времени в движении как минимум 2 месяца. And at that time, this is at the beginning of 1969. Это было начало 1969 года. And there were no books available except for a little blue Bhagavad Gita. В то время не было книг Шрилы Прабхупады у нас практически, кроме маленькой синей Бхагавад-гиты. And we had the original 3 Srimad Bhagavatams. У нас было 3 первых тома Шримад Бхагаватам, которые Шрила Прабхупада напечатал в Индии. And there was one book that my temple president told me I shouldn't read. Была одна книга, которую мне президент храма велел прочитать. It's called the Bhakti Rasamrita Sindhu. Книга называлась Бхакти Расамрита Синду. He said you can't read that book. Он сказал, нет, ты не имеешь права читать эту книгу. So at night when everyone was asleep, I'd get up to read the book. Поэтому ночью, когда все засыпали, я просыпался и читал эту книгу. And in the book it describes how something about bhava and prema and the different stages of devotional service. И в этой книге описывается, как человек получает бхаву, потом прему, там описаны разные стадии преданного служения. And I was convinced I was at least on the bhava platform. Я был уверен, что к тому времени я уже практически достиг уровня бхавы. And I was wondering just how long it would take to reach the prema platform. И я думал, сколько мне еще понадобится времени, прежде чем я достигну уровня премы. Maybe a couple of weeks or a month or whatever. Я не знал, 2 недели или 2 месяца. And I got a letter back from Srila Prabhupada. Я получил ответ Шрилы Прабхупады. And in the letter he described about how the devotees in Bhaffalo, where I was, the temple I was at, how they should go out and distribute Bhagavad Gitas, the little blue Bhagavad Gita. И в этом письме Шрила Прабхупада писал, что мы, преданные из города Баффало, а я именно в этом храме тогда жил, должны выходить на улицу и распространять маленькие синие Бхагавад-гиты. And how we should go out and do Harinam every day. Как мы должны выходить и делать харинамы каждый день. Then he said that in San Francisco we've just had a Rath-yatra. Затем он написал, в Сан-Франциско у нас сейчас была Радха-ятра. And 10,000 boys and girls were dancing and chanting in false transcendental ecstasy. И на этой Радха-ятре 10 тысяч юношей и девушек танцевали во время этого парада, испытывая полный трансцендентный экстаз. That the boys and the girls in your country, they're generally good souls. Он сказал, что юноши и девушки из вашей страны, как правило, очень хорошие. That's why they've taken birth in such a nice country. Именно поэтому они родились в такой хорошей стране. So just try to engage them in Krishna consciousness. Просто попытайся так или иначе занять их в сознании Кришны. And all their good qualities will become complete. И тогда все твои хорошие качества достигнут совершенства. That I've heard in New-York in just 2 weeks. They've distributed 3,000 Back to Godhead magazines. Затем он написал, я слышал, что в Нью-Йорке преданные распространили за 2 недели 3000 журналов обратно к Богу. And I've heard in Buffalo you're also distributing Back to Godheads very nicely. И я слышал, что в Баффало вы тоже хорошо распространяете этот журнал. Please continue in this way. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. And your success in life is assured. И ты обязательно достигнешь успеха в жизни. As Krishna sees that you're working seriously, когда Кришна увидит, что ты очень серьезно трудишься, to bring his other children back to the spiritual kingdom, стараясь помочь другим детям Бога вернуться обратно в Его Царство,
then He'll bestow all His benedictions upon you. Он прольет все свои благословения на тебя. That Krishna is never ungrateful Кришна никогда не проявляет неблагодарности for our efforts to serve Him. для тех, кто служит Ему. Rest assured. Можешь не сомневаться в этом. Regarding your question, P.S. afterwards. Затем Шрила Прабхупада написал постскриптум. Regarding your question, что касается твоего вопроса, how Bhava Shakti turns into prema, как Бхава Шакти превращается в прему. There's no need to trouble yourself over such advanced topics at the present time. Для тебя нет никакой необходимости беспокоиться по поводу этих возвышенных тем в данный момент. That soon my book, Nectar Devotion, will come out. Скоро выйдет моя книга «Нектар преданности». And you can read about it there. И ты сможешь прочитать об этом там. Then he wrote, you said that you enclosed $50 for my book fund. И затем он написал, ты написал в своем письме, что ты вложил в конверт $50 в мой фонд книжный. I don't find anything enclosed. Я не нашел этих $50 в твоем письме. So this was a very instructive letter to me. Это было очень поучительное письмо. That the perfection of life is something practical. To reach the perfection of life, we have to do something practical. Шрила Прабхупада в сущности сказал в этом письме, что для того, чтобы мы достигли совершенства в жизни, мы должны делать что-то практичное. And Srila Prabhupada gave the same instruction that Lord Chaitanya Mahaprabhu gave. И Шрила Прабхупада, по сути дела, повторил то же самое наставление, которое сказал Чайтанья Махапрабху. The same instruction that Lord Krishna gave. То же самое наставление, которое дал Господь Кришна. But he was able to give the instruction in such a way as we could practically apply it within our lives. Но он дал эти наставления таким образом, что мы могли реально применить это наставление в своей жизни. So I'll talk about that a little bit more after we read the verse for today. Я расскажу об этом немножко позже, после того, как мы прочитаем с вами стих. So the verse is Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, text number 25. Стих из Шримад Бхагаватам, 3 глава 25, текст 25. Sutam prasangam mama virya samvido bhavanti karna rasayanam kata tajoshavadi yashva varga varmani sutam ratam Shradaratam Ratira Bhaktir Nukramishiti. You can read in Russian first. Translation? Yeah. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению. А когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится все сильнее. Как рождается истинная преданность и начинается преданное служение. I'll read the translation now. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Purport. The process of advancing Krishna consciousness and devotional service is described here. Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and to engage in devotional service. Он начинается с того, что мы ищем общение с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Without such association, one cannot make advancement. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен.
simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Ни одно знание теории, изучение духовной литературы не поможет нам достичь ощутимых результатов. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees. Because without the association of devotees, one cannot understand the activities of the Lord. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общество преданных. Generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта абсолютной истины. Because they do not associate with devotees. They cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. Из-за того, что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что абсолютная истина является личностью и действует как личность. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there is no meaning to devotion. Постичь личностный аспект абсолютной истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Service must be offered to a person. Служить можно только личности. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any other Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. Непреданные не способны понять смысл сознания Кришны, даже если они прочитают Шримад Бхагаватам и другие ведические писания, в которых описаны деяния Господа. They think that these activities are fictional, manufactured stories because spiritual life is not explained to them in the proper mood. Они считают повествование о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path to liberation is open and he is free. Чтобы постичь смысл личностных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Такое общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction to the association with the Lord and the devotees increases. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении Господу, его привязанность к общению с Господом и его преданными становится еще сильнее. Association with devotees means association with the Lord. Общаясь с преданными, мы общаемся с самим Господом. The devotee who makes this association develops the consciousness of rendering service to the Lord, and then, being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу, а тот, кто достиг трансцендентного уровня служения Господу, в конце концов обретает совершенство. I'll read the verse again. Sitam prasangam amavirya samvido bhavanti rikarna rasayanam kata tajoshanat ashvapavarga vartmani shadaratira bhaktir anukramishati. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. By cultivating such knowledge,
one gradually becomes advanced on the path of liberation. And thereafter he is freed, and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение. Namo Vishnuджаной Свами Шримати Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Srinivadi Paschatya Desatarana. So I'd also like to mention that I'm honored that I have such an exalted translator. Я хотел бы также сказать, что для меня большая честь иметь такого переводчика. He's definitely one of my Russian gurus. Он один из моих гуру в русском языке. And he's probably the only one who understands my English. И он, наверное, единственный, кто может понять мой английский. Here it mentions the importance of association with the Satam, those who are interested in the eternal. В этом стихе объясняется важность общения с сатам, теми людьми, которые сосредоточены на вечности. And from my personal experience, the person who is the most interested in the eternal that I ever met was Srila Prabhupada. Из моего личного опыта я могу сказать, что человек, который был больше всего сосредоточен на вечном или заинтересован в вечности, был Шрила Прабхупады. One time, the first time I saw Srila Prabhupada, Первый раз, когда я увидел Шрилу Прабхупаду, directly, непосредственно, прямо, was at the airport in Buffalo in 1969. это было в аэропорту в Баффало в 1969 году. When I first joined the movement, I was very reluctant to bow down. Когда я только что присоединился к движению, мне очень не хотелось кланяться. Because I came from a culture where it was considered to be not very sophisticated to bow down to anyone. Потому что я родился в культуре, где поклоны считались очень не очень престижным занятием. Yes. So our temple that we came from was very small. Храм, в котором мы были, был очень маленьким. It was formerly a railroad shack. Это была Railroad post, just a house for people. Это была сторожка для каких-то людей, которые на железной дороге работали до того, как стал храмом. It had enough room for the 5 devotees who were living there. Там с трудом помещались 5 преданных, которые там жили. Since we had 5 devotees, we were considered a maha big temple. Так как у нас было уже целых 5 преданных, наш храм считался маха большим. But in the temple we had the altar. As soon as you walked through the door, the altar was right there. И как только вы заходили в дверь, вы сразу же видели алтарь, который был в нашем храме. So as soon as you walked into the building, you had to pay obeisances. Поэтому, если для того, чтобы пройти через это здание, вам нужно обязательно поклониться. There's only one room downstairs. На самом деле, на первом этаже была только одна комната. And a little kitchen. И небольшая кухня. So when you went into the building, you paid obeisances. Поэтому нам нужно было войти в дверь, поклониться. When you walked to the kitchen, you paid obeisances. Когда мы входили в комнату, в кухню, нам нужно было кланяться. When you came downstairs, you paid obeisances. Когда мы спускались вниз, нам нужно было кланяться. So practically speaking, the whole day you were just paying obeisances. И поэтому практически целый день проходил в том, чтобы мы кланялись и кланялись. So that after a few months, I got a little used to it. Месяца через 2 я понемногу привык к этому. But I thought, Srila Prabhupada's coming to the airport. I have to remember when I see him to pay obeisances.
Но при этом я думал, Шрила Прабхупада прилетает в аэропорт, и мне обязательно нужно запомнить, когда он выйдет, я должен поклониться ему. Prabhupada came to the airport. Шрила Прабхупада пришел в аэропорт. Sometime in, I think it was March of 1969. Был где-то март 1969 года. And I saw him walking down. И я увидел, как он спускается. And I thought he was floating. И мне показалось, что он не касается земли. So I was so struck with wonder, I forgot to pay obeisances. И я настолько был поражен этому, что я забыл поклониться. So Prabhupada, I had the opportunity to spend a week with him. У меня была возможность провести целую неделю со Шрилой Прабхупадой. And I was just amazed because I spent sometimes hours with Srila Prabhupada. И я был полностью поражен. Иногда я проводил со Шрилой Прабхупадой много часов подряд. And to me, he looked like he was always meditating on Lord Krishna. И мне казалось, что он постоянно размышляет о Господе Кришне, медитирует на него. That before I joined the movement, I thought I was a yogi. До того, как я присоединился к движению, я считал себя йогом. I used to spend 8 hours a day doing yoga. Я проводил где-то часов по 8 в день, занимаясь йогой. Trying to meditate on the something. Пытаясь медитировать непонятно на что. And when I saw Srila Prabhupada, I actually saw someone who had the perfection of meditation. И когда я увидел Шрилу Прабхупаду, я на самом деле увидел человека, который достиг совершенства в медитации. One time I was sitting in Srila Prabhupada's room. Однажды я сидел в комнате Шрилы Прабхупады. And Prabhupada was preaching to another devotee and myself for some hours. Шрила Прабхупада проповедовал в этой комнате мне и еще одному преданному в течение нескольких часов. And every once in a while, Srila Prabhupada would stop what he was saying to us. Периодически Шрила Прабхупада делал паузу. He picked up his beads and started to go Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Брался за четки и начинал повторять Харе Кришна. And he said, if you ever have some time, then chant Hare Krishna. И он говорил, если у вас появляется какая-то свободная минутка, повторяйте Харе Кришна. And Prabhupada was talking to us. Шрила Прабхупада, он разговаривал с нами. And I was getting a little bored. И мне немножко скучно стало. And I thought, let me meditate on Srila Prabhupada's aura. И я подумал, дай-ка я помедитирую на ауру Шрилы Прабхупады. Because I was practicing that for some time, meditating on people's auras. Потому что я практиковал это в течение какого-то времени, я медитировал на ауры людей. And as soon as I started to do that, И как только я принялся делать это, Prabhupada looked at me. Шрила Прабхупада взглянул на He меня. said, our process is not yoga, it's bhakti. Он сказал, наш метод это не йога, это бхакти. So that was my last meditation on anyone's aura. Это была моя последняя медитация на чью бы то ни было ауру. So Prabhupada was a person who was a devotee. He was always in trance meditating. Шрила Прабхупада был человеком, он был преданным, и он постоянно находился в трансе медитации. But what was his meditation? Но на что он медитировал? Srila Prabhupada was always meditating on his spiritual master. Шрила Прабхупада всегда медитировал на своего духовного учителя. Because he was always executing the order of his spiritual master. Потому что он всегда восполнял волю своего духовного учителя. Very simple order. Очень простой приказ. Well, a number of orders. If you ever get money, then print books. На самом деле было несколько повелений. Если у тебя появятся деньги, печатай книги. Go to the Western world and give the Krishna consciousness to the people there. Отправляйся на Запад и дай сознание Кришны людям Запада. This will do good for you and it will be good for everyone else. Это принесет благо тебе и всем остальным. So Prabhupada took these orders seriously. Шрила Прабхупада принял эти повеления, распоряжения своего духовного учителя очень серьезно. And therefore he always had the association of his spiritual master. Поэтому он постоянно общался со своим духовным учителем.
And his spiritual master always had the association of his spiritual master. А его духовный учитель постоянно общался со своим духовным учителем. And this way, Srila Prabhupada had not only the association of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada eternally, but also the association of Srila Gorakishore Das Babaji. Таким образом, Шрила Прабхупада всегда находился не только в обществе своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады, но и в обществе его учителя Гауракишора Даса Бабаджи. And it goes all the way down in our disciple succession, this meditation. Таким образом, наша медитация достигает до самого основания нашей ученической преемственности. Not just meditation, but actual spiritual association. И на самом деле это не просто какая-то медитация, это реальное духовное общение. Our whole line of acharyas, все наши ачарьи в нашей цепи, the 6 Goswamis, 6 Госвами, the Panchatattva, Панчататтва, headed by Lord Chaitanya Mahaprabhu, во главе с Господом Чайтаньей Махапрабху, who was always in Vrindavan with Krishna and his associates. который всегда находится во Вриндаване с Кришной и его спутниками, Feeling transcendental separation from Krishna and his associates in Vrindavan. испытывая трансцендентную разлуку с Кришной и его спутниками во Вриндаване. And therefore always associating with the transcendental pastimes of the Supreme Lord. И таким образом постоянно находящийся в соприкосновении с трансцендентными лилами Верховного Господа. That when I associated with Prabhupada, that's what, many times that's what I experienced. И именно это я испытывал, когда находился в обществе Шрилы Прабхупады. That not only Krishna, well, I didn't know who was there, but я точно не мог сказать, кто там находится в это время. But obviously, a good part of the spiritual world was there. Но для меня было совершенно очевидно, что в этот момент рядом со Шрилой Прабхупадой находилась значительная часть духовного мира. When Maharaj Vidura returned home after pilgrimage, когда Видура вернулся домой после своего паломничества, as His Holiness Bhaktivinoda Maharaj mentioned the other day, как рассказывал Бхактивидан Махарадж вчера, Maharaj Yudhisthira came and greeted him. Махарадж Юдхиштхира вышел ему навстречу, чтобы поприветствовать его. With the words Bhavan Vidas Bhagavatas Tirtha Bhutak Swayam Vivo Tirtha Tirtani Bhutani Swantak Stena Katha Vrataha. Он произнес знаменитый стих. Saints like yourself, they are verily holy places of pilgrimage. Святые, подобные тебе, по сути дела, являются самими олицетворенными святыми местами паломничества. Because wherever you go, you turn that place into a place of pilgrimage. Потому что где бы ты ни оказался, ты превращаешь это место в место паломничества. Because you're carrying within your heart the Supreme Personality of Godhead. По той простой причине, что в своем сердце ты несешь Верховную Личность Бога. One time I went from my parents' house, I went to Boston with the devotees. Однажды я отправился домой к своим родителям. Мы поехали в Бостон вместе с преданными. We had a Harinam in New York City, and then we all drove to Boston to the new temple they got on Beacon Street. Мы провели Харинам в Нью-Йорке и после этого поехали на машине в Бостон, чтобы посетить новый храм. Srila Prabhupada was supposed to come on the appearance day, I believe. Is it the appearance of this in December? This is the appearance day of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Шрила Прабхупада должен был приехать для того, чтобы отметить в Бостоне день ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. And it was a fantastic lecture. It was all about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada's pastimes. Он дал потрясающую лекцию, описывавшую трансцендентные лилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. Pastimes.
Unfortunately, no one recorded the lecture. К сожалению, никто не записал этой лекции. In any case, many devotees went to greet Srila Prabhupada at the airport. Много преданных приехало для того, чтобы поприветствовать Шрилу Прабхупаду в аэропорту. And I was amongst the devotees who were upstairs. This particular building had 2 floors. Я был среди тех преданных, которые находились на втором этаже. В здании было 2 этажа. On the bottom floor they had put the ISKCON press. На первом этаже размещался Искон пресс, издательство Искон. And on the top floor they had the temple room. А на втором этаже была храмовая комната. And I was amongst the devotees doing kirtan. So when Srila Prabhupada came upstairs, he would be greeted by kirtan. Я был среди тех преданных, которые находились на втором этаже и проводили киртан для того, чтобы приветствовать Шрилу Прабхупаду этим киртаном. And at the top of the stairs, there was one painting of Lord Chaitanya. He has his arms out raised like this. И на втором, наверху, на лестнице, на стене висела картина Господа Чайтаньи, который изображен был с распростертыми руками. And in the back he has the members of Panchatattva and his associates doing kirtan, harinam. Сзади него находились члены Панчататтвы, которые вместе с ним проводили харинам Санкиртану. And suddenly I saw this picture. It seemed like it was glowing. И в какой-то момент неожиданно мне вдруг показалось, что очень яркое сияние исходит от этой картины. And then suddenly Srila Prabhupada walked up the steps. И я увидел, что Шрила Прабхупада поднимается по лестнице. And the whole room turned into Vaikuntha. И вся комната тотчас же превратилась в Вайкунтху. And all the devotees there, including myself, we were all in Vaikuntha. И все преданные, которые находились там, включая меня, оказались в духовном мире Вайкунтхи. And Srila Prabhupada sat on his Vyasasana. Шрила Прабхупада сел на Вьясасану. And he looked at me. Он взглянул на меня. And I could tell he could actually see me, whoever I am. И в этот момент я почувствовал, что он смотрит прямо на меня, кем бы я ни был. He could actually see myself as a spiritual being. Он мог видеть меня как духовное существо. So that was quite convincing to me that Prabhupada was actually in the spiritual world. Это было достаточным доказательством для меня, чтобы понять, что Шрила Прабхупада находился в духовном мире. He knew how to bring the spiritual world also wherever he went. И он знал, как приносить с собой духовный мир, где бы он ни оказался. And how did he come to? And as I said, that platform came from. Of course, he was a Nitya Siddha devotee, but he taught us how to reach that platform. И как я уже сказал, несмотря на то, что он сам был Нитья Сидха преданным, он учил нас, как мы можем достичь того же самого уровня. And Srila Prabhupada was very consistent in his instructions. На самом деле Шрила Прабхупада был очень последовательным, давая свои наставления. Somehow or another, serve the pure devotee in disciple succession. Так или иначе служите чистым преданным, находящимся в цепи ученической преемственности. And that service is service to the mission of Chaitanya Mahaprabhu. Это служение будет служением миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. That anyone who serves the mission of Chaitanya Mahaprabhu, любой, кто служит миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, they're actually the sadhus. Они и есть саду, настоящие саду. Chaitanya Mahaprabhu has asked, Lord Krishna has asked us. Господь Кришна спрашивает нас. Sarva dharma parityajam mamekam sharanam vraja. Give up all other activities. Оставь все остальные свои дела. And just surrender to me. И просто предайся мне. So what is that surrender? В чем заключается смысл этого предания? Yaidam paramam guyam madbhakte shvabhadashati bhaktimayi param kritva mame vaishat yasamshayaha. That in this world, one who preaches the message that I've just given to the devotees, devotional service is guaranteed.
Любой человек, который в этом мире проповедует учение чистого преданного служения, сам наверняка обретет способность служить Кришне. And that in this world there is no one more dear to me than he. И в этом мире нет никого более дорогого мне, чем он. Nor in the future will anyone ever be as dear. И в будущем не будет никого, кто будет более дорог мне. And Lord Chaitanya Mahaprabhu came and he said the same thing. Господь Чайтанья Махапрабху пришел и повторил то же самое наставление. Yari deka tarikaha Krishna upadesh amara aga gruhana taridesh. Whoever you meet, you tell them about Krishna. С кем бы вы ни встретились, говорите ему о Кришне. In that way you become guru. Таким образом вы станете гуру. And you deliver the people. И освободите людей. So that was Prabhupada's message. И именно то же самое наставление принес Шрила Прабхупада. He created a society to help deliver people back to Krishna. Он создал общество, которое помогает людям возвращаться обратно к Богу. He created an ideal method of helping us come to the spiritual platform. Он создал или разработал идеальный метод, который помогает каждому человеку достичь духовного уровня. Prabhupada writes in the Nectar of Instruction Шрила Прабхупада пишет в Нектаре наставлений, that the guru, the spiritual master, his purpose is to help his disciple come to the liberated platform. Говорит, что гуру, духовный учитель, цель его деятельности заключается в том, чтобы помочь ученику достичь духовного уровня. The liberated platform is defined as the Madhyama Adhikari platform. Освобожденный уровень, уровень освобождения определяется в Писаниях как уровень Мадхьяма Адхикари. He teaches his followers how to work as a liberated soul. Иначе говоря, духовный учитель учит своих учеников, как действовать на уровне освобождения. Ishvare tad adineshu polisheshu dvitsatsucha prema maitri kripo peka yat karoti samadhyamaha. That the Madhyama Adhikari, he sees Krishna. В этом стихе Шримад Бхагаватам говорится, что Мадхьяма Адхикари видит Кришну As the deity in the temple, в образе божества в храме. in the hearts of the devotees, Он видит его в сердцах преданных. and he tries to love Krishna. И он пытается любить Кришну. Love for Krishna means service to Krishna. Любовь к Кришне означает служение Кришне. And service to Krishna means to cooperate, make friends with his devotees. А служение Кришне означает сотрудничать с другими преданными. And who are Krishna's devotees? А кто такие преданные Кришне? We are so fortunate, we have association with so many devotees. Нам так повезло, у нас есть возможность общаться с огромным множеством преданных. That our mission is so broad, at every moment we have service. Наша миссия настолько обширная, что в каждое мгновение мы можем заниматься каким-то служением. Those who are living as householders, they're living with devotees. Те преданные, которые ведут семейную жизнь, они живут вместе с преданными. Their wife is the devotee. Жена преданная, Their husband is the devotee. муж преданный, Their children are devotees. дети преданные. Often even their dog is a devotee. Часто даже собака становится преданной. Even the dog participates in Harinam. Даже собака участвует в Харинаме. Kirtan, he goes, woof, Hare Krishna. Она начинает лаять, бов, Харе Кришна. So our service is to help my wife become Krishna conscious. Таким образом, наше служение заключается в том, чтобы помочь жене осознать Кришну. When I meet my wife, I shouldn't think, oh, this is my wife. Когда я встречаюсь с женой, я не должен смотреть на нее и думать, о, моя жена. No one should think that this is Krishna's devotee. Нет, нужно видеть в ней преданную Кришне. And now I have an opportunity to render service to my spiritual master in Krishna.
И у меня появляется возможность служить моему духовному учителю и Кришне. By following instructions coming into succession from Srila Prabhupada, Следуя наставлениям, которые пришли ко мне по цепи ученической преемственности от Шрилы Прабхупады, I have an opportunity to render service to Krishna by serving my wife and family. у меня есть возможность служить Кришне, служа своей жене и своей семье. I have an opportunity, if I'm a wife, to render service to my husband and my family. У жены есть возможность служить своему мужу и таким образом служить Кришне. It's not ordinary family life, it's spiritual life. Это не просто обычная семейная жизнь, это духовная жизнь в семье. Srila Bhaktivinoda Thakur in one of his songs has prayed. Шрила Бхактивинода Тхакур в одной из своих песен молит Кришну. I was chanting Hare Krishna, Я повторял Харе Кришну, and my whole house turned into Goloka Vrindavan. и весь мой дом преобразился, став Галока Вриндаваной. The Charanamrita became the river Ganges. Чаринамрита превратилась в реку Ганги. This was way before there were artificial ways of experiencing these things. И это все до того, как человек может как бы искусственным образом вообразить все это. This was not some artificial chemical experience. Иначе говоря, это не какой-то навязанный нам наркотиками искусственный опыт. This was a spiritual experience because of Srila Bhaktivinoda Thakur's pure devotional attitude. Это реальный духовный опыт Шрилы Бхактивинода Тхакура, потому что он испытал это в результате духа преданности и служения, жившего в его сердце. He worked as a servant of his spiritual master, of Chaitanya Mahaprabhu, Lord Krishna, and everyone he met, whether his family or the people he worked with in his court. Он осознавал себя слугой Шри Чайтаньи Махапрабху Господа Кришны, и поэтому все люди, с которыми ему приходилось сталкиваться, будь то люди, родственники в его семье или люди, с которыми он сталкивался в суде, Because he had spiritual vision, because he had a spiritual service attitude, 24 hours a day he was trying to deliver people back to Krishna. Так как у него было это духовное видение и у него было настроение слуги, он 24 часа в сутки пытался даровать людям освобождение, освободить их. And it is not difficult, Prabhupada said. И Шрила Прабхупада говорит, это совсем не сложно. Just convince people that Lord Krishna is the supreme personality of Godhead. Просто убедите людей в том, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. As you've heard that story before, как вы уже наверняка слышали эту историю. Mother Malati and Shama Sundar Prabhu had a little daughter. Her name was Saraswati. У матушки Малати и Шьямасундара Прабху была маленькая дочка по имени Сарасвати. Mother Malati here? Maybe not. In case I get the story wrong. Я хочу убедиться в том, что я расскажу историю правильно. Малати здесь? She can correct me later if I get it. Она меня потом поправит. In any case, little Saraswati, their daughter was 2 years old. Маленькой Сарасвати и их дочери было всего лишь навсего 2 года. And she used to go up to people and ask them. И она подходила к людям в аэропорту или на улице. Do you know who Krishna is? И спрашивала их, вы знаете, кто такой Кришна? And if they said no, и если они говорили нет, she'd say, Krishna is the supreme personality of Godhead. Она говорила, Кришна – это верховная личность Бога. And Prabhupada said, this is perfect preaching. И Шрила Прабхупада сказал, это идеальная проповедь. One time, one man came up to little Saraswati. Однажды мужчина подошел к маленькой And in a very challenging way, и очень с большим вызовом said, why are you worshiping Krishna? Спросил у нее, почему ты поклоняешься Кришне? So little Saraswati took her 2-year-old hand. И маленькая Сарасвати подняла свою маленькую 2-летнюю руку and slapped him across the face. И дала ему пощечину. And Srila Prabhupada, when he heard this, he said, "This is nishta, fixed."
Шрила Прабхупада, когда услышала об этом, сказал, она достигла уровня ништы. Она убеждена. So it is not difficult to carry out Chaitanya Mahaprabhu's order. Таким образом, несложно исполнять волю Чайтаньи Махапрабху. If we put the desire of the previous acharyas, of Srila Prabhupada and his present followers within our heart, если мы поместим желание Шрилы Прабхупады, предшествующих ачарьев и последователей Шрилы Прабхупады глубоко в свое сердце, and we work with patience and confidence and enthusiasm, и будем трудиться с терпением, уверенностью, убежденностью, энтузиазмом, to whoever we meet, we try to help them revive their relationship with Lord Krishna. Чтобы любого человека, которого мы встретим на своем пути, мы попытались так или иначе возродить в нем дремлющий дух проповеди Кришны, преданности Кришне. Then Srila Prabhupada and his associates, Тогда Шрила Прабхупада и его спутники, Srila Prabhupada and the Parampara, Шрила Прабхупада и вся парампара, the 6 Goswamis, 6 Госвами, the Panchatattva, Панчататтва, they'll give us their association. они дадут нам возможность общаться с собой. And by their association, we'll begin to feel separation from Radha and Krishna and Vrindavan. И благодаря общению с ними мы почувствуем разлуку с Радой и Кришной во Вриндаване. And gradually we'll become liberated from all material influence. И постепенно мы избавимся от влияния материи на наше сознание. And one day we'll become free from all our anxiety. И в какой-то момент мы почувствуем полную свободу от всех беспокойств. And as we become more and more intimately associated with such great personalities, И по мере того, как мы будем приближаться все ближе и ближе к этим великим личностям, gradually we'll be in the spiritual world, постепенно мы обнаружим себя в духовном мире, participating in Lord Krishna's pastimes. Участвующими в лилах Господа Кришны. And that way our lives will become more and more successful. Таким образом наша жизнь будет приближаться к успеху. If we take seriously the gift that Chaitanya Mahaprabhu has given us through Srila Prabhupada and his associates. Если мы действительно серьезно воспримем дар, который дал нам Шри Чайтанья Махапрабху через Шрилу Прабхупаду и его последователей. And Srila Prabhupada said, my disease is that I cannot think small. И Шрила Прабхупада говорит, у меня есть одна болезнь, я не могу думать мелко. So within Prabhupada's desire is to create a spiritual revolution. В сердце Шрилы Прабхупады жило очень сильное желание произвести духовную революцию, A cultural revolution. культурную революцию. So, as we've heard, one astrologer had said, Как мы слышали, один астролог некогда сказал Шриле Прабхупаде, that Srila Prabhupada built a house that everyone could live in. что Шрила Прабхупада построил дом, в котором может жить каждый. And it is our service to help fill in that house. И наше служение заключается в том, чтобы приводить новых жителей в этот дом. So how to fill in that house? Как наполнить этот дом жителями? That Lord Krishna has given us so many different great personalities. Кришна привел нас к огромному количеству великих людей. Anyone who wants to engage in Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement must be considered a great personality. Любой человек, который так или иначе хочет принимать участие в движении Санкиртаны Господа Чайтаньи, великий человек. And they're coming with them with so many different good qualities and so many different abilities and resources. Они приходят сюда, в это движение, со своими замечательными качествами, со своими способностями и ресурсами. And all Chaitanya Mahaprabhu and his associates are asking, utilize those resources in the Sankirtan movement. И единственное, что Чайтанья Махапрабху и его спутники просят у этих людей, пожалуйста, примени все свои способности и ресурсы в этом движении. If you're a scholarly person, then study the scriptures and try to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
Если у тебя есть способность глубоко изучать Священные Писания, изучай Священные Писания и попытайся убедить Кришну в том, что Кришна – Верховная Личность Бога. Don't utilize your knowledge to show how intelligent you are. Можешь показать людям, насколько не используй свое знание только для того, чтобы блеснуть своим интеллектом. Don't think that you're the one who's liberating everyone. Не думай, что ты сам освобождаешь других людей. Know that you're simply an instrument for the previous acharyas. Нет, ты просто всего-навсего инструмент в руках предыдущих ачарьев. If you have some ability to organize, если у тебя есть организаторские способности, then work like Arjuna. То действуй как Арджуна. Fight for the cause of Krishna. Сражайся за Кришну. By organizing the Sankirtan movement. Организуя это движение Санкиртаны. Create an army of Sankirtan devotees. Создай целую армию преданных Санкиртаны. If you have material resources, если у тебя есть какие-то материальные ресурсы, then dedicate them in the service of the Sankirtan movement. То используй их в служении движения Санкиртаны. Give them for the resources, for the book distribution. Предоставь эти ресурсы для распространения книг. For the cultural revolution. Для культурной революции. Of art. В искусстве. Of music. Музыке. Dance. Танцы. Theater. Театре. Create a spiritual revolution just to convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Создайте духовную революцию, чтобы убедить людей в том, что Кришна – Верховная Личность Бога. In this way, unite the Hare Krishna movement together. Таким образом, мы сможем объединить это движение Харе Кришны. That everyone has the same interest. На самом деле, у каждого из нас есть только один интерес. Put aside all the differences. Мы должны отложить в сторону все наши различия. And unite simply with the interest of convincing people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И объединитесь ради достижения единственной цели – убедить людей в том, что Кришна – Верховная Личность Бога. And when this movement is united, и когда это движение будет единым, it'll be able to attract others with the same interest. Мы сможем привлечь других людей и дать им эту же цель. Whether it be other movements of the Gaudiya Math. Неважно, кто эти люди, люди, которые следуют Гаудия Матху. Engage them in the spiritual revolution. Их можно занять в духовной революции. To convince people that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. В том, чтобы убеждать людей, что Кришна – Верховная Личность Бога. Engage all the different religious people. Таким образом, мы можем занять всех людей, верящих в Бога. First of all, the Vaishnavas. Прежде всего, вайшнавы. And even people of other religious faiths. А затем людей, которые следуют другой вере. All around the mutual interest to convince people that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Все эти люди могут объединиться вокруг одной единственной цели – понимания того, что Кришна – Верховная Личность Бога. Krishna is so great. Кришна велик. Krishna is so wonderful. Кришна настолько замечательный. Krishna is so dear to every soul. Кришна настолько дорог каждой душе. That all differences can be forgotten if we simply focus on this one thing. Что все наши различия мы сможем позабыть, если мы сосредоточимся на одной этой цели. And then we can actually see that the Panchatattva, the six Goswamis, our Acharya, Srila Prabhupada, and his associates, they'll all be very happy with us. И тогда мы увидим, что Панчататтва, 6 Госвами, Шрила Прабхупады, все его последователи будут очень довольны нами. If we work together with this understanding. Если мы все будем сотрудничать друг с другом, имея в виду эту цель. And whoever we meet, we try to help them become Krishna conscious. И кого бы мы ни встретили, если мы будем помогать им обрести сознание Кришны. Thank you very much. Спасибо большое.